Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре по многочисленным просьбам я хочу с вами поделиться, как я приклеиваю проволоку на лепестки из органзы. Надеюсь, видеообзор будет для вас полезен и интересен, так как проклейка лепестков – это тоже очень важный процесс. Приятного просмотра! Ну и, конечно, видео я ускорю, но самые важные моменты я буду озвучивать. Для проклейки лепестков я буду использовать клей B7000 Сухун. Если вам интересно, в чем разница какого-либо клея, на моем канале есть видеообзор по клеям. Посмотреть вы можете по ссылке вверху. Перед тем, как начать проклеивать лепестки, я всегда делаю вот такую раскладку. Мне так работать удобно. Возможно, этот способ понравится и вам. Я всегда сразу проклеиваю 2 лепестка. И, конечно, перед тем, как клеить проволоку на лепесток, я сначала проволоку примеряю. На один лепесток нужно приклеить 2 проволоки. И существует такое разделение, как левая и правая. Соответственно, здесь главное не перепутать и нанести клей правильно на проволоку. Этот клей на проволоку наносится идеально, он не растекается по сравнению с клеем Момент либо каким другим. Желательно безотрывно тянуть тюбик по проволоке, немного выдавливая клея. И эту проволоку мы не приклеиваем к органзе, а откладываем в сторону и берем следующую проволоку, наносим клей. Чем этот клей хорош? Что сейчас, пока я буду наносить его на другую проволоку, на той проволоке клей немного приостынет. И когда я буду приклеивать к лепестку, он не расползется по органзе, а останется на проволоке, и благодаря этому лепесток выходит идеальным. После того, как вы поработали с клеем, обязательно закрывайте тюбик, так как клей имеет свойство быстро высыхать. Сейчас вам поближе покажу, какое количество клея на проволоке. Он не вылазит за пределы проволоки, и по сути слой получается тонким. Сейчас камера сфокусируется и можно будет увидеть. Этот процесс по созданию лепестков для ростовых цветов не такой сложный, просто нужна аккуратность. И сейчас проволоку можно уже приклеивать к органзе. Сразу не надавливаем, а просто накладываем наверх, и затем маленькими шажочками мы ее придавливаем к органзе. Затем проходим пальцами с обратной стороны и одновременно прижимаем с этой стороны, но все делаем не сильно. То есть не прям жмем уже, чтобы клей выполз из-под проволоки. Точно таким же способом мы приклеиваем вторую проволоку. Легкими движениями пальцев проходим по ней, и в принципе лепесток готов. Переворачиваем и откладываем этот лепесток пока в сторону и займемся другим лепестком. Еще один важный момент. После того, как вы добавили первую проволоку на лепесток, сразу потяните за лепесток легонько. То есть сделайте так, чтобы он отстал от вашего рабочего места. Это нужно для того, чтобы клей просто не приклеил ваш лепесток к рабочему месту. Потом его придется отдирать, конечно, да, он может отстать. Клей сразу этот быстро так не схватывается. Мы помним, что он сохнет 48 часов, но просто могут появиться подтеки на органзе с обратной стороны, и лепесток будет выглядеть не особо красиво и опрятно. Вот 2 лепестка уже и проклеены. Сейчас вам покажу поближе, как это выглядит с обратной стороны. Клей еще не высох, он только начинает схватывать между собой органзу и проволоку. Эти 2 лепестка я откладываю в сторону, делаю еще 2 лепестка и затем возвращаюсь к 2 первым лепесткам. И вот этот этап, он тоже очень важен, так как сейчас на первых 2 лепестках я с 2 сторон
сторон сразу одновременно прижимаю проволоку к органзе. И теперь я это делаю с полной силой, то есть прижимаю плотно. Так я делаю абсолютно с каждой проволокой, на каждом лепестке, так как от этого зависит качество цветка, насколько долго он прослужит. Опять же, если использовать некачественный клей, не делать все поэтапно, ваш цветок впоследствии просто расклеится, то есть органза отстанет от проволоки. На видео лепестки, которые просохли 48 часов, и из них я собрала цветок из органзы в черном цвете диаметром 45 сантиметров. Сейчас я просто формирую лепестки, где-то их расправляю, поправляю в нужную мне сторону. Это, в принципе, самый приятный процесс, так как получился вот такой воздушный, нежный цветок. Я надеюсь, что ответила на все ваши вопросы, и видеообзор был для вас полезен и интересен. Если же у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Также предлагайте темы для видеообзоров, которые вас интересуют. Мне очень приятно делиться с вами своим опытом и знаниями, и что особенно приятно слышать от вас спасибо и получать обратную связь. И спасибо вам за просмотр этого видео. Всем пока!